Ну, найти блогера не так уж и сложно. Да, я могу обеспечить вам ухват. Им вообще ничего уже не нужно. Это, наверное, страшные деньги какие-то. Просят продать его носки. А какой порядок? Английский, немецкий. Привет, друзья! В эфире телеканал Криптум ТВ, первое блокчейн-телевидение. Есть мнение о том, что сейчас токенизировать можно практически все, от песчаного карьера до кирпичного завода или парка детских аттракционов. Но мы сегодня поговорим о более насущных проблемах, о токенизации рекламного бизнеса и внедрении технологии блокчейн именно в него. Поможет нам в этом Денис Шаяхметов, основатель проекта Эфир.io. Денис, привет. Рад вас видеть. Действительно ли рекламный бизнес можно токенизировать? Да, и я считаю, что можно токенизировать вполне успешно, но, наверное, не весь и не всюду. Ну, то, что касается децентрализованной части рекламного бизнеса, то, что относится к сделкам peer-to-peer, действительно, токенизация там возможна, уместна и абсолютно легка к реализации. То, что касается централизованной части рекламного бизнеса, там, наверное, токенизация уже будет излишня. Угу. Сейчас твой проект выглядит, как вполне понятная и обычная биржа по поиску и, как говорится, работе с YouTube-блогерами. Но ты обещаешь, что с внедрением блокчейна ситуация изменится, и это будет совершенно новый проект. Наверное, это будет лукавство о том, что это будет совершенно новый проект. Правильнее сказать, что это будет проект с принципиально новыми международными возможностями. Мы внедряем блокчейн не потому, что хотим его внедрить, а хотим решить на рынке две принципиальные задачи. Первый, хотим при помощи технологии блокчейна сделать peer-to-peer сделку нормальную, в которой мы, как организаторы всего этого процесса, не будем физически участвовать. А вторая история, мы хотим сделать относительно простые, понятные международные платежи. Все-таки рынок peer-to-peer сделок у блогеров, он такой агрегирован по языковому признаку, и там нет границы, нет стран. Поэтому хочется сделать так, чтобы сделки проводились вне юрисдикции каких-то конкретных стран, а проводились просто через блокчейн или через криптовалюту. Ага. Давай тогда разложим по полочкам нашим зрителям, которые этим интересуются, но, может быть, не до конца знают все проблемы работы с YouTube-блогерами. Мне казалось, что все и так прекрасно справляются. Можешь развеять мои и наши общие заблуждения? Блогер — это такой человек, который в чем-то хорошо разбирается или просто является профессиональным репортером, который о чем-то хорошо снимает, и у него есть какая-то аудитория. Так как он не является профессиональным рекламщиком, не умеет профессионально обычно в большинстве случаев снимать, то, собственно, все проблемы начинаются и с этого. Ну, найти блогера не так уж и сложно. Можно зайти в интересующую социальную сеть, посмотреть там блогеров, которые, возможно, будут интересны, списаться, благо контакты практически везде открыты, и договориться о сделке. А вот дальше начнутся проблемы, связанные с договоренностью. Да. Для того, чтобы получить рекламу прогнозируемого высокого качества, требуется очень глубокая коммуникация с блогерами. То есть сначала его нужно потерзать и узнать, и при этом еще получить, как мне кажется, такие результаты, которые еще нужно как-то расшифровать. Что обычно отвечает блогер? Да, я могу обеспечить вам ухват, предположим, да? Ну, наверное, хороший блогер ответит в формате «я обеспечу вам охват». Да. Ну, уже какой-то более-менее специалист. На самом деле большинство блогеров, они скорее ответят в формате хотите размещаться, давайте мы вас прорекламируем. И, собственно, и все. А дальше уже задача рекламодателя понять, а нужен ли ему этот блогер, а если там аудитория этого блогера, соответствует ли она там аудитории целевой рекламодателя, а сможет ли блогер качественно снять рекламу, а что нужно дать блогеру, чтобы вот этот рекламный формат зашел на аудиторию. Вот это все, это становится сейчас проблемами рекламодателя. И с каждым блогером фактически нужно общаться напрямую. Проводить все то же самое, и в среднем на сделку обычно уходит месяца-полтора. От момента, когда захочешь вообще теоретически разместиться у блогера, до момента, пока не получишь первые результаты. Что изменится с внедрением блокчейна? Как это будет происходить вот буквально на пальцах? То, что касается внедрения блокчейна, мы сделаем независимость от местоположения блогера. Это может быть не так заметно на русскоговорящем рынке, хотя это уже проблема, то, что заплатить на Украину тяжеловато все-таки. И это большая проблема, например, на англоговорящем рынке, который сразу по умолчанию глобален. И тем более это проблема, например, на азиатских рынках. Вот если вы пытались что-то
оплатить китайским компаниям, или наоборот, вы, наверное, уже поняли, что сделать это вот совершенно непросто и непонятно. И уж тем более азиатские рекламодатели должны иметь инструменты для быстрого и прозрачного захода из своей страны и оплаты из своей страны напрямую лично блогеру, не прибегая при этом к большому количеству услуг всяких посредников, которые очень сильно увеличивают стоимость просто за счет того, что это международная сделка. Итого блокчейн дает возможность блогерам работать в международку, обеспечивая при помощи классических смарт-контрактов классическую peer-to-peer сделку, в которую никто, кроме рекламодателей и блогера, не вступает. Далее поговорим тогда в таком случае о смарт-контракте. Как он устроен, какие условия в нем прописаны? Прописаны ли там KPI какие-то определенные, на какой срок, предположим, если по количеству просмотров, набрал 100 тысяч просмотров, получи свои деньги, да, но за какой срок? Вы же продаете вечную рекламу, которая может не 10 лет набирать эти просмотры. Как все устроено? Давайте разделим рекламу у блогеров на две части. Ага. На маркетинговую часть, то, что связано с классическими продажами, и на пиарную часть. Да. Сначала поговорим про маркетинговую часть. Все, что касается классических продаж, это то, что сейчас умеют делать в классическом виде текущие CPA-сети. Когда рекламодатель приходит и просит продать его носки, собственно, основное, что его в результате интересует, это померить его носки, как они продаются на сайте. Полноценная модель CPA у блогеров работать не будет, будет работать некоторая гибридная модель, связанная с тем, что блогер за свои труды получает деньги, какие-то фиксированную часть, и должен получить какой-то бонус, если он сделал хорошую рекламу у товара, если товар действительно начали покупать. И, соответственно, в смарт-контракт, в децентрализованную сделку всегда можно подключить какой-то внешний сервис, который придет, померит у рекламодателя, независимо от блогера и рекламодателя, действительно факты покупки носков, то, что умело делают сейчас CPA-сети, или в самом простом варианте померяет у блогера количество просмотров, лайков, комментариев, то, что просил рекламодатель. Вот мы получим то, что мы должны получить. По факту размещения рекламы мы по каким-то прозрачным измеримым KPI начисляем блогеру какой-то бонус. Есть еще вторая часть, связанная с пиаром. То, что блогера очень сильно отличает от текущего CPA-ного рынка, любая реклама, его блогерская, несет пиар. И вот текущий пиар, он, собственно, практически никак не измерим, его, кроме как охватами, померить невозможно. Поэтому и возникает вот эта вот фиксированная доплата за пиар, которую блогер должен получить вне зависимости, потому что конкретно какой-то телефон или какой-то продукт появился в кадре, и это уже рекламодатель получил какой-то охват. К сожалению, сейчас никто не оценивает качество пиара. То есть никто не говорит, что сформировалось в голове у человека, когда он посмотрел этот видеоролик, но технологически эта проблема тоже может быть решимой, мы об этом уже думаем. Но тем не менее, померить в прозрачных KPI охват, это тоже вполне себе технологически возможно. И если блогер своим роликом дает 1 миллион просмотров, это охват 1 миллион человек, который должен быть оплачен. И в конце концов, в самом простом варианте блогер может получать оплату даже не просто за факт размещения, а просто за количество просмотров. Вот добился он того, что, сняв этот интересный ролик, этот ролик оказался вирусным, и он за каждый просмотр может получить, например, по 1 рублю. И получил свой 1 миллион за 1 миллион просмотров. Вы уже тестили эти смарт-контракты? Смарт-контракты мы опубликуем весной по факту выпуска основной валюты. Они у нас технически есть, они на самом деле простые, там ничего технологически сложного нет. Просто их публиковать сейчас, собственно, бессмысленно. Самое интересное как раз пропускаем. Просто вопрос о KPI и о выполнении смарт-контракта, мне, честно говоря, просто даже как-то руки дрожат. Интересно, что это такое. Реклама работает обычно 2 недели. Если говорить, например, про YouTube, то это 2 недели. Если говорить про Instagram, то это день. Соответственно, вполне себе разумные сроки, что мерить результат имеет смысл для YouTube, например, 2 недели, для Instagram, например, в течение 1 дня, и все. По окончанию этого периода можно снимать какие-то показатели. Понятно, что будет хвост какой-то, но это 80/20 всегда. Можно делать какое-то предположение, что за первые 2 недели соберется 80%. В принципе, можно взять статистику по любым роликам, и эту какую-то среднюю вывести, это несложно. И по факту договоренности, что рекламодатель с блогером решают, что через 2 недели они снимают мерки, автоматически без них мерки снимаются и начисляется оплата. Суть смарт-контракта в том, что в сделке не участвует кто-то третий. Рекламодатель с блогером договариваются о том, что они будут
там, на каких-то конкретных условиях переводить оплату и записывают в блокчейн вот свою собственную сделку. Дальше эта сделка выполняется. Единственное централизованное в этой сделке то, что есть какие-то внешние оракулы, которые подключаются в нужный момент и измеряют факт. Вот это вот такая связь централизованного мира с децентрализованным блокчейном. Этих оракулов может быть много, и мы в своем проекте смотрим на то, чтобы не мы одни были единственными поставщиками оракулов. И мы хотим, чтобы у нас на площадке появились огромное количество маленьких стартапов-проектов, которые бы брали данные, которые есть у нас, брали данные извне, анализировали десятки других соцсетей и предлагали рекламодателю дополнительную ценность. Например, рекламодатель же может померить качество пиара не только с точки зрения того, что сформировалось в голове, но и потому, как люди перепощивают, как люди комментируют в других социальных сетях тот или иной рекламный ролик. Если в других социальных сетях случается какой-то бум по поводу выпущенной рекламы, если люди активно начинают там комментировать что-то, то для рекламодателя это показатель того, что реклама зашла. И это уже вполне себе прозрачная коммерческая услуга, за которую стартап, который может пройти помониторить социальные сети на упоминание конкретного видео, заработать и получить деньги. И попросить эти деньги разумно с рекламодателя в рамках смарт-контракта. Бремя договаривания, оно по-прежнему бремя и время, да, по договариванию с блогером о том, что это будет, если опять же брать YouTube-блогеров, которые я невольно нежно люблю, там, что это будет, там, преролл, пост-ролл, эксклюзив, интеграция, точно ли вы друг друга поняли, этот момент у нас никоим образом не исключается. А вот здесь вот возникает та самая такая непонятная часть нашего проекта, которую мы называем децентрализованным продюсированием. Интересно, интересно. Живая тема пошла. Да, мы понимаем, что блогер — это обычный человек. В большинстве случаев он не заканчивал журфак, он не знает, как, собственно, вести канал. Просто он вот что-то делает, смотрит какие-то обучающие ролики, и у него это что-то получается. Но при этом мы хорошо понимаем, что те компетенции, которые есть в блогере, это примерно те же компетенции, что и несет в себе любой телевизионный канал. Блогер должен профессионально снимать, профессионально монтировать, должен профессионально вести себя в кадре. Блогер много всего должен делать, он должен обладать компетенциями режиссера, продюсера. Вот эти все компетенции, которые на самом деле нам всем известны, это вот все, что должно быть объединено в блогере. При этом на рынке уже присутствуют профессиональные сообщества тех, кто, например, занимается операторской работой. Эти люди же все есть, только они как-то вот так случилось, что они не погружены в работу с блогерами. Тем не менее, блогер, который там доходит до ступеньки какой-то успешности, так или иначе начинает обрастать вот этими коллективами. Блогеры, те, которые уже там имеют миллионы просмотров, это уже не просто человек, это уже там какая-то команда, которая стоит за этим блогером. Успешные блогеры на сегодняшний момент — это все блогеры, которые работают с командой. И вот этот вот телевизионный подход качественной подготовки контента и нужно внедрять среди блогеров, и те блогеры, которые уже этим занимаются, они на самом деле сейчас очень активно растут и успешны. И вот новый формат блогера как профессии, во всех смыслах этого слова, вот это то, к чему мы хотим привести рынок. И хотим, вот то, с чем мы сейчас там начинаем идти на рынок, это вот мысль о том, что блогер — это профессия, этих людей нужно выделять, собирать, учитывать их интересы и давать им профессиональные инструменты для профессионального развития. В том числе и давать инструменты для того, чтобы молодые блогеры могли, вот, придя через какую-то вот среду профессионального развития, становиться блогером. И те же рекламные компетенции должны стать одной из неотъемлемых частей компетенций блогера. Потому что если блогер сам как специалист не умеет снимать рекламу, он не нужен рекламодателю. Ну и отсюда как бы делаем нежный вывод о том, что давайте научим блогера сделаем из простого человека-блогера профессионала-специалиста, и тогда автоматически время, которое тратит рекламодатель на коммуникацию, на договоренности с блогером, будет падать. Кто его будет учить? Эфир.io? Весь сумасшедший блогерский мир? Весь сыр-бор в том, что мы сейчас вокруг себя пытаемся собрать профессиональные сообщества людей, которые так или иначе что-то знают про производство контента на телевидении. И через эти профессиональные сообщества мы хотим пропускать блогеров. Пока начинаем только на российском рынке. Публично эта информация у нас сейчас на сайте не висит. Это пока вот такая какая-то наша внутренняя кухня. И, по сути, это первое интервью, в котором я об этом говорю. Да, мы не будем это вырезать. Да, это хорошо. У тебя сейчас на бирже порядка 1000 блогеров. Насколько они сейчас все готовы работать не по предоплате или по близкой оплате, а вот через смарт-контракты, через определенное, как говорится, выполнение обязательств, то есть определенные отсрочки? Уже мониторил?
Можно, наверное, поделить рынок на 3 части. То, что, ну, если говорить, например, в YouTube, у нас все-таки основная масса — это YouTube. Все, что больше миллиона — это история звезд, и им вообще ничего уже не нужно. У них есть и очередь рекламодателей, с ними абсолютно эксклюзивные договоренности и абсолютно по другим сценариям. Все, что, ну так вот, очень примерно от 100 тысяч до миллиона подписчиков, это активно развивающиеся каналы, это те каналы, когда блогер из блогера-человека становится блогером-командой. И вот эти вот товарищи, которые уже, в принципе, все понимают, они, скажем так, еще с осторожностью смотрят на всю эту историю, и все-таки у них уже есть какой-то поток рекламодателей, и рынок уже так устроен, что он работает по предоплате. А блокчейн для них и вся эта технология с смарт-контрактами — это всего лишь гарант получения этой предоплаты. Того, что бы ни случилось, если они выпускают ролик, они свою предоплату так и так получат. В принципе, многие из этих блогеров очень часто работают без предоплаты, ну, там, по каким-то гарантийным письмам с агентством, это нормально. Но в целом вот эти товарищи, они такие более осторожные. А все, что относится меньше 100 тысяч подписчиков, это те товарищи, которые еще растут как профессиональные блогеры личности, они вот сейчас испытывают явный там голод рекламодателей, и они, в принципе, готовы, ну, почти на любые условия. И уж тем более, если предлагается вариант провести сделку там, вот, через смарт-контракт или не проводить вообще, ну, естественно, они пойдут. Ну и в целом рынок можно также и поделить по системам автоматизации, которые работают. Большинство текущих более-менее работающих площадок, они проводят сделки именно с очень маленькими блогерами. Крупные сделки через них не проходят. Это мы говорим сейчас, наверное, о русскоязычных блогерах, но у тебя же на прицеле весь мир. Соответственно, есть ли уже какие-то предварительные договоренности, либо какой-то анализ рынков, ну, скажем так, блогеров из других стран, рынков других стран, англоязычный, и каких? То есть это что? Это Юго-Восточная Азия, это Европа, это Штаты? Кто готов? У нас уже есть блогеры не из России, их уже там, ну, прилично, все-таки мы сразу расширяемся. Сейчас у нас 15 языков. Так, и какие? Английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, португальский, китайский, корейский, японский, хинди, украинский, арабский. Ну и да, еще 3 языка забыл, не суть. У нас уже 15 языков, и как минимум по одному блогеру из каждого языка мы имеем. Тут надо понимать, как устроен рынок международный. И надо сначала рассказать про почему вообще появляется история и почему в России так активно развита вот эта вот peer-to-peer реклама. Дело в том, что блогер, в принципе, получает деньги от YouTube. YouTube же платит за рекламу. Так вот, в зависимости от страны, от того, сколько рекламодателей в YouTube рекламируются, соответственно, разнятся и доходы блогеров от страны к стране. Вот так случилось, что у нас не так уж и много рекламодателей российских работают в YouTube. Поэтому YouTube не может блогерам платить много для того, чтобы блогеры хорошо зарабатывали. Поэтому, если посмотреть на российский рынок, блогеры наши российские при том же количестве там, подписчиков и просмотров зарабатывают гораздо меньше, чем блогеры, например, из Соединенных Штатов. А какой порядок приблизительно? В 3, в 4? Ну, тут оценки давать пока не буду. Но намного меньше, чем зарабатывают коллеги из-за границы. За границей ситуация немножко другая. Дело в том, что рекламодателей там больше в Ютубе, ну и, соответственно, Ютуб больше платит блогерам. Поэтому потребности в peer-to-peer рекламе такая, какая она есть, не во всех странах она прям такая вот очень активная. Тем не менее, существуют международные площадки, которые работают. Есть, например, FameBeat, который тоже делает биржу между блогерами и рекламодателями, но этот FameBeat уже принадлежит YouTube. YouTube его купил. И это такая огромная ниша, которая подтверждает, что потребность в этом есть. По крайней мере, там, я не могу сейчас сказать точно, но в России уж точно, по моим таким прикидкам, размещать рекламу peer-to-peer у блогера дешевле и эффективнее, чем размещать ее у YouTube напрямую. Ну, это такие крамольные слова по отношению к YouTube, но, наверное, через некоторое время выпустим статейку где-нибудь с обзором и с точными расчетами, как это получается. Но, тем не менее. В международке ситуация абсолютно аналогичная. Это еще один дополнительный канал связи с аудиторией, который присутствует, от которого нельзя отнекиваться, и рекламодатели в это идут, все крупнейшие международные рейтинговые агентства только и говорят о том, что давайте идти в блогеров в это вкладываться. И вообще международный рынок также очень активно растет, ровно как и растет количество международных блогеров на рынке, и все примерно заходят. Вот мы, вот коллеги у нас сегодня
на выходных вернулись из командировки в Индию, ездили на конференцию, на индийскую, разговаривать там вот с блогерами, общаться. Ну и все индийские рекламодатели, с которыми там общались, все говорили о том, что да, давайте это делать, нам это нужно, нам нужна прозрачность на рынке, peer-to-peer реклама — это какой-то вот хаос, непонятно, нужны открытые площадки, у которых там можно и нужно покупать. И все рекламодатели, с которыми общаемся, все проявляют интерес. Ну, инструментов немного, с которыми можно работать, достойных. Поэтому потребность в этом точно есть, и рынок в этом очень уж точно активно развивается не первый год. Как вы создавали или создаете смарт-контракт? Это, наверное, страшные деньги, какие-то особые люди с полумиллионными зарплатами делали. Ну, я думаю, что нас смотрят люди, которые хотят в той или иной степени применить блокчейн в рекламе, и для них это насущный вопрос. Это относится не только к программистам. Я вот выхожу на рынок, говорю: люди, мне там нужен специалист на проект. И специально не говорю там ничего про блокчейн, ничего про криптовалюту, вообще молчу. Потому что как только добавляется слово ICO, блокчейн, криптовалюта, да, почему-то у людей ценник в зарплате увеличивается ровно в 2 раза. При этом уровень компетенции на самом деле не шибко-то и возрастает. Поэтому история с тем, что давайте-ка мы 500 000 заплатим программисту за то, что он будет ежемесячно писать смарт-контракты, нет. Берем любого студента вуза, выпускающегося с кафедры, занимающихся программированием, даем ему документацию, садим его на месяц разбираться, через месяц он нормальный первый код пишет. Дальше подключаем сообщество, есть огромное количество уже специалистов в этом работающих, есть уже большой рынок аудита этих смарт-контрактов. В целом все есть. И вот за вполне себе небольшие деньги мы получаем нормальный код, который международно кто-то посмотрел, проверил, он работает. Понятно, что если вы там запускаете какой-то там сбор денег, наверное, в этом коде нужно еще и самому поползать и посмотреть и убедиться. Все-таки этот код, который невозможно, ну, один раз заливаешь, и дальше уже исправить ошибки невозможно. И я бы на месте тех, которые там пытаются на этот код собирать деньги, сам бы лично в этот код залез, и его бы 10 раз перечитал, и там переделал, пересмотрел и перепроверял. Но в целом не нужно иметь 7 пядей во лбу, это вполне себе прозрачная технология. По моему там скромному мнению, какое-нибудь параллельное программирование немножко сложнее по технологии, чем блокчейн. Сколько по времени заняло у вас написание смарт-контракта? После того, как я поставил первую задачу, я недели через 3 получил первый рабочий смарт-контракт. Ну, понятно, что это был там тестовый какой-то вариант, но человек сел, разобрался, написал, сказал, что я все понимаю. Мы с ним сели, разобрались. Спасибо большое, Денис, что нашел время и рассказал нам о первых практических шагах по внедрению блокчейна. Я надеюсь, что и дальше блокчейн будет внедряться в разные сферы нашей жизни. Ну, а мы, наверное, как Криптум ТВ после этой передачи будем задумываться о том, что будем не только рассказывать о блокчейне, но и сами когда-нибудь перейдем на блокчейн. Спасибо тебе большое. Спасибо вам.